Фарухан! Фарусхан! Уйди. Так, всем привет, всем здорово. Здорово. Ну что, у нас 5-я часть подоспела. 5-я часть, последняя часть марафона. Так. Запускаем. Надеюсь, без проблем запустится. Как это обычно бывает. А, нифига, она на Re-Engine сделана. Ничего себе. Так. А. Погодите, а русский язык тут есть? Так. Надеюсь, есть. Господи. Да сколько можно? Да вы издеваетесь. Кстати, классические звуки Капкома. Это прям Resident Evil. Да. Так, подождите. Оно прям сразу начинается, да? О, так. Понятно. Надо опять копаться. Уруяйхал. Уруяйхал. Привет, Пивпивыч. Здорово. Так. Ну, сейчас быстренько посмотрим, как русский язык поставить. Как поставить русский язык? Так. Угу.
Так. Понял. Ну, наверное, просто... Ага. Так, тут ничего такого нет совершенно. А. Понял. Все, по-моему. Сейчас русский язык будет. Угу. Балдеж. И что это у нас с экраном? Игру, короче, сворачивать нельзя. Категорически не рекомендуется. А, я камеру, кстати, не настроил. Так, все. Все, наконец-то. Отлично. Рекомендуется перевести экран в игровой режим. Не знаю даже, что это значит. Угу. Дай выключить. Ага. Все. Ну, погнали. О. Это Неро, да? Он что, руку себе отрубил? Демоническую. Пять. Жесть. История DMC. Ну-ка давай, посмотрим историю. Ну-ка. Давным-давно. Один демон бросил вызов императору подземного мира. Блин, а где русский? Субтитры. Русские субтитры. Мне не нужны. А, вон, язык. Русский. Угу. Все. Давным-давно. Один единственный демон бросил вызов владыке подземного мира ради спасения человечества. Демон одержал победу и запечатал подземный мир. Тем демоном был темный рыцарь Спарда. Поступок Спарда вошел в легенду, и имя великого темного рыцаря стало почитаемым всеми смертными. Но шли годы, его подвиг, как и само существование демонов, стерлись из памяти людей. Спустя 2000 лет печать на воротах подземного мира стала разрушаться. В порыве мести владыкам демонов Мундус приказал убить жену Спарды. Триш. Или как ее там зовут? А нет. Жена Спарды смертным по имени Ева пала жертвой демонов-убийц. Один из сыновей Вергилий бесследно исчез. Ага.
Выжил только Данте, брат-близнец Вергилия. Окей. Прошли десятилетия. Данте воссоединился со своим пропавшим братом Вергилием. Вергилию удалось выжить благодаря клинку, принадлежавшему его отцу, демоническому мечу Ямато, и он желал заполучить еще больше могущества Спарды. Архам, человек, движимый жаждой демонической силы, знал, что высвобождение энергии Спарды ослабит печать, наложенную на подземный мир. Посему Архам манипулировал Вергилием, чтобы воплотить в жизнь свои безмерные амбиции. Терзаемый сомнениями о судьбе своего брата, Данте пустился в путь, чтобы остановить Вергилия и Архама. В своих странствиях Данте встретил охотницу на демонов по имени Леди. Она сгорела желанием отомстить Архаму за убийство ее матери, и это укрепило решимость Данте. Убедившись, что Архам представляет настоящую угрозу, Данте и Вергилий объединили свои силы и убили безумца. Однако их дружба оказалась недолговечной, поскольку их разногласия оказались непомерными. Непримиримым. Поединок между братьями был жестоким, но Вергилий потерпел поражение. Отказавшись от помощи Данте, старший из близнецов стал пленником подземного мира. Вскоре Данте открыл агентство под названием Devil May Cry. Взяв на себя роль мастера на все руки, он посвятил свое агентство на охоте на демонов по типу Мундуса. Спустя некоторое время. Загадочно прекрасная незнакомка появилась на пороге агентства. Ее звали Триш, и она отличалась поразительным внешним сходством с погибшей матерью Данте. Триш привела Данте на остров Малет, ставший темницей владыки Мундуса. Данте пришлось сразиться с легионом приспешников Мундуса, но все они пали от руки могучего охотника на демонов. Одним из врагов оказался Вергилий, обращенный из демона, известный как Нелла Анджело. Потрясенный жестокостью Мундуса, Данте преисполнился доселе невиданной яростью. Истинная сила, унаследованная Данте от его отца Спарды, вырвалась на свободу, и он воспользовался ей, чтобы вновь победить Мундуса. Затем Данте вновь обратился к истреблению демонов в Триш. Все новые полчища демонов проникли в мир. Но даже правители преисподней, чья власть могла сравниться по мощи Мундуса, не могли сравниться с силой. Покой воцарился в мире людей. Ты очень быстро вторую часть сказал. Но ненадолго. Фанатики культа Спарды, известный как Орден Меча, вознамерились захватить власть над миром при поддержке госуслуг, и Данте отправился в их базу Фортуна, чтобы убить лидера Ордена Санктуса. Не потерпев подобную наглости, Орден приказал одному из святых рыцарей, молодому Неро, и он разузнал об истинных целях Ордена во время своей погони за Данте. Втайне от всех Орден хранил у себя меч Вергилия и Ямато, мощь клинка вернула Неро к жизни и наделила его демонической силой. Все это стало неопровержимым доказательством принадлежности Неро к роду Спарда. Раскрыв коварные планы Ордена, Неро встретился со своим наставником, святым рыцарем Кредо, чтобы узнать правду. Оказалось, что его бывший учитель всего это время работал для достижения тайных целей Ордена. Более того, Санктус прибег к помощи злых сил, чтобы возродиться вновь. Кирия, возлюбленная Неро, была взята в заложники. И двое возлюбленных оказались заперты в ядре опаснейшего оружия Ордена, нареченного Святейшим. Не знаю. Кредо пришел в ярость от жестокого обращения с ее сестрой Кирии и попробовал спасти Неро, но пал от руки Санктуса. Когда надежда померкла, знаменитый Данте явился, чтобы сразиться со Спасителем и освободить Неро. После этого Неро удалось одолеть Санктуса и положить конец костям Ордена. Данте, почувствовав в Неро такую же связь с силой Спарды, доверил юноше владеть Ямато, после чего покинул Фортуну. Простившись, оба продолжали борьбу с демоном за судьбу смертных. Двое потомков Спарды оберегали мир спокойствия в течение многих лет. Ага. Однако ничто не вечно. И над человечеством нависла новая угроза, какой еще не видывал этот мир. Ага. Новая угроза. Значит, масштабнее еще будет. Ну окей, погнали. Let's go. Как всегда, DLC
За Вергилия отдельно. Некогда демон спас мир людей от уничтожения. Этот демон стал легендой, но со временем что-то там случилось. Рос он ночью, рос он днем, зрело яблоко на нем. Нифига себе, какие они человеки. Нормальные. В 4-й части просто люди капюшоны были. А тут прям лица. Смотрите, верующие. Это мега-гриб, мицелий. О, Гордон Фриман. Точнее, Морган Фриман. 16 мая. 20 часов 6 минут. Сколько мы уже знакомы, агент Моррисон. Труднее тебе еще не приходилось. Уверен, что справишься, Данте. Легендарный охотников на демонов Данте. Без руки. И зачем я такой припёс? У него же все под контролем. Охотник на демонов Нара. Не стоит недооценивать этого демона. Загадка Ви. Как-никак именно он отнял у тебя правую руку. И тем самым завладел еще большей силой. Я ухожу. И тебе задерживаться не советую. Да. Ладно, Ви. Хоть ты и чудик, но подметил верно. Мне с этим ублюдком свои счеты. Блин, даже волосы развиваются. Ну чё, погнали. Блин, у меня руки нет. Угу. Ладно, погнали. Разберемся по пути. Во время прыжка, находясь около стены, после прыжка находитесь. Ага. О, прыжки как... прыжки более приятные стали. Мозговитый какой. Эмпуза, демоническое насекомое. Пузо. Если ваш путь преграждает барьер, это значит, что вас ждет бой. Чтобы уничтожить барьер, убейте всех. Красная сфера. Прикольно. Магический красный камень демонической крови. Можно менять на оружие, навыки или использовать для возрождения. Дисмаунт. Удерживайте РБ, чтобы прицелиться. Переключение между целями. Ага. Crazy. Очки стиля. А я что-то еще умею вообще. Ага. Вверх кидать умею. Окей. Можно ли тебе доверять? Нажрался и спит. Сволочь, смотри, как хилит его. Зеленая эмпуза. Летающее зло. У него посередине лицо человеческое, кстати.
What's the world coming to? Hey, thought you took off. Я думал, ты свалил. Do you not understand? Неужели не ясно? We cannot help. Нам без тебя не справиться. That's all right. Гуляй отсюда, герои, без тебя разберемся. Говорящая ворона. В ролях DMC Crew. Hold on, Dante. Сидит, скучает. Хо, даже Леди и Триш тут есть. Окей, окей. Ну надо ж, похоже, все-таки не зря приперся. Hey, Jack. Эй, засранец. Did your mother ever teach Тебя в you детстве it's не not учили, nice что to воровать steal? нехорошо. Sorry, Dante. Уж прости, Данте, I'm bagging this bitch. но эту мразь я урою сам. What the fuck?
Блин. Бля, я пропустил случайно. Два миллиона душ, ничего себе. I could take you with no one. V, can I trust you? Humans helping each other out? What's the world coming to? Get out of my sight! Плохая жопа. Hold on, Dante.
О, его победить реально вполне. Блин. Я хочу еще раз попробовать его победить. Блин. Сейчас катсцену посмотрим. Все, пиши, пропало нам кранты. Round 2. Второй раунд. Ви, уводи Нара, дурацкая была идея. Я еще могу сражаться. Уйди, Нара, только путаешься под ногами. Отвали. Пошли. Пусти меня, нужно уходить. Его сила превзошла все наши ожидания. А тёлочки чё? Это я путаюсь под ногами, вот урод, я никуда не пойду. Блин, руку придавил только что. Прекрати истерику, подумай, как стать сильнее и помочь. Если Данте не выстоит, убить Уризана сможешь только ты. Как его зовут? Да, Уризан, владыка демонов. Так зовут демона, лишивший тебя руки. В смысле? Меч сломал? Ебать. Чё, типа Данте наступил пиздец? Его убьют? Блин. Надеюсь, нет. О. Что случилось с Данте? Где Данте? Пытается выиграть время, но дело плохо. Быть того не может. Данте проиграл. Брось, мы уже ничем не можем помочь. Уходим. А. Ну прикольно, прикольно, прикольно. Подробности. Погоди. Ага. Ай, блин, дальше началось. Надо было выйти в главное меню. О. 15 июня, месяц спустя. В Рейд Грейв в связи с нападением таинственного дерева в прошлом месяце
Ввиду сложившейся ситуации правительством было... Это демоны, я своими глазами видел. Они захватили Редгрейв. Уповаю на милосердие Божие в час великого испытания. Same crap. День за днем одна и та же брехня. Tell me, Ну-ка скажи-ка, чего тебе? how's it feel to be rescuing Каково the это guy that спасать killed your убийцу father? твоего отца? Hey, I'm glad we're getting personal. Но раз уж мы так близились... He abandoned my Но он mother, бросил and нас с мамой умирать, I feel так что мне пофигу. Well, he's not exactly going up Да for уж, the он никогда не father был you're примерным working отцом. his research wasn't half bad. Но работал на совесть. Его заметки нам пригодились. Mildly thankful for that. Хоть на том спасибо. They have to do that in here. Может, хватит уже дымить? И так дерьмом несет. От тебя же и несет. Hey, Эй, Ника, Don't lose your tits. I see 'em. да не дергайся ты, я их вижу. О май гад. hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove. Ля. Джун Такевич. Ебать, как круто. Ля, что делает. Ля, какой музон. Да. Жесть, она дымит, как паровоз, конечно. В игре нет рекламы курения или сигарет. Поняли, да? Devil May Cry. Окей, окей. Круто, круто. Всем строй, держать строй, не дайте им прорваться. Ну, в принципе, убивают так-то. 15 июня, 5 утра. Что происходит? Что за хрень? You look like you need a hug. Тебе таки хочется мне, но у меня руки нету. На мне не сокит. Ты кто такой? Тебя же убьют. Не кипятись, он обожает демонов мочей. Let him do his thing. Чё за кибербуль тебя, да? Слышь, мне приберу, когда руки жить надоело. Cheer up, crew cut. Выше нос, вояка.
nuts? Внимательно смотри. У-у-у. All right. Time to kick some ass. Пора побуянить. Да. I've got some cleaning up to do. Happy birthday! Now make a wish! Come on, baby! Ага, понял. У-у-у. Родео. Да уж, он мастер демонов лупцевать. Вот я и сделал ему эту клевую руку. Лупцевать демонов. Блин, уже сломалась. Псих, полежься снарягой. Hey, stop bitching! Кончай ныть и прячься. Блин, руки ломаются. Захват тросом. Принтивер, ага, ага. Здорово. Привет, RTX. All you! Зеленая сфера. Найс. Наконец, хороший современный графон. На. У меня руки кончились, лоу. Ладно, хорошо. Так, давай-ка я пока повтор миссии, покинуть миссию. Выбор миссии. Да, в пролог хочу. Думаю, я смогу победить этого говнюка начального. Ну, в общем, радует. Прикольно все выглядит. Интересно все. Я доволен. Супер-мега доволен. Так, я увеличил громкость. А то ничего не было слышно. Как-то плохо было слышно. Dante. Так. Но геймплей Зенера изменился. Он каким-то образом потерял руку. Этот демонюга крутой что-то сделал. Отрубил ему руку, то ли что. Резена, что ли, пытаешь пройти на первом уровне? Да. V.
trust you. Demons helping each other out? What's the world coming to? Плохая жопа. Плохая жопа. Забудьте эту затею, Лау. Только время потратишь. Да нет, ты чё? Я понял, как его пиздить. Я ему уже хп снимал. Если уж говорить о том, что можно ли его победить или нет, то ну, ответ очевидный. Типа, я какого-то результата добьюсь его победой. Все-таки у него хп-то убывается. Ну нихуя себе. Падла, еб твою мать. Блять. Блин, а нету кнопки быстрой переигровки? Блин, отстой. Ну, в принципе, не так много времени уходит. Его только после прохождения игры с фулл прокачкой на легкой сложности можно пройти в прологе, так что удачи, Симсгуд. Да ладно. Его можно пройти. С тем, что у меня есть сейчас. Не, я серьезно говорю. Сейчас увидишь. Узри. Ахаха. Вот смотри, сейчас у меня хп будет снижаться. Ну, скажем, у меня будет остаться 10% хп. И я ему не нанесу урона, тогда я перезапускаю. Короче, такое, типа, дисциплину себе сейчас выработаем.
Будем, короче, его сейчас конкретно жестко мочить. Нормально. I could take you with no armor. Целый стрим на прологе уйдет. Да ладно. Ты что, меня не знаешь? Ты знаешь, кто я такой? I trust you. Demons helping each other out? What's the world coming to? Корец. Лау. Я хардкорный игрок, я вот хотел сказать. Сейчас. Но был бы я Только сейчас... корейцы смогут пройти. Ну, возможно, тогда у меня в каком-то процентном соотношении есть гены корейц. Плохая жопа. Бадас. Привет, Санки, здорово. А что у тебя с качеством? А что не так? Hold on, Dante. Стрим же нормально выглядит. И не лагает ведь? Расширение надо в хроме скачать. Угу. Можешь скинуть ссылку на расширение, пожалуйста? Только так будет 720 в 60 Hz. На Твиче 480 Р. А господи. Ну а что ты хотел? Или в YouTube перейти. Вот тут норм. Да. Не зря я ведь в разных местах стримлю. Ай, собака говна. У меня есть корейская кровь в генах, но даже я забил хуй на этот пролог. Ну, значит, я буду корейцем по духу. Все, 10% где-то хп. Ну, 15-20, наверное, где-то. Маловато, в общем.
На, сучара, иди нахуй. Да! Как же это было близко, по сути. Я ему во втором трае прям нормально хп снес. Где-то до половины практически. То есть где-то 60 хп ему оставил. За один заход. Это очень реально сделать. Это безумно реально. То есть реальность моей затеи, она настолько высока, что вообще охуеть можно. Просто на это сейчас уйдет где-то, ну, трая 2 еще. Может быть, может быть. Я просто как-то не понимаю. Не, я понимаю, но как-то немного не понимаю. В каких-то местах что-то не получается у меня пропрыгать. Беда. Я даже не представляю, что будет на марафоне по Гайдену. Будет весело. Кстати, тут Неров похож на Данте. Я тут короткий ролик посмотрел по этому Devil May Cry в самой игре, типа по истории Devil May Cry. Прикольно сделали. Блин, там один очень забавный момент был. Там про вторую часть буквально одну строку сказали. Ну и Данте продолжал сражаться против демонов. Ну и похуй вообще. Что-то такое там было. Плохая жопа. Блин, хотелось бы потраченный перевод озвученный по этой игре, чтоб прям кричали плохая жопа. Ёбаный стыд. Ебаться, всраться.
Вот это замедло. Блять, такая. Блять, тихо, уходи. Смотри, как активно начинает нападать. Сыкует тварь. Иди сюда, родной. Плохая жопа. Почти половина. А черт бы тебя драл нахуй! Паскуда. Ну ты видел? Ну ты видел? Нормально ведь? Восемь-ка. Нормально. Откуда столько орбов? Дали за то, что я купил Супер Мега Делюкс Эдишн, Хуйдишн там. Все в таком духе, понял. Да. Супер Мега RTX X QX Virgil, там что-то там, короче. Купленные орбы, чистый pay to win. Dante. Но, как видишь, сейчас нет никаких этих, как бы это сказать, дополнений у меня. I could take you with no arm. Out of the way! V, can I trust you? Demons helping each other out?
What's the world coming to? А их, кстати, пробежать, наверное, можно, да? Просто. По факту. Ну да. Вот этих можно пробежать. Hold on, Dante. Сразу же замаскированный второй лазер, нихера себе. Ай, блядь.
Блять. Сука. Оп. Оп. Бля. Ну-ка. О, найс. Нормально. Короче, так где было делать будем. С контрольной точки будем перезапускаться. Ну там явно голяк был полный. Hold on, Dante. Да, блять. Извиняюсь, это у меня. Блять. Ну, окей. Да ёбаный рот.
Блин, как-то хуёво получилось. Ай, блядь. Нихуя много урона. Ёб твою мать. Может, еще какие-то дополнительные кнопки есть, которые я не знаю. Но в прологе они не задействованы, походу. Мне вот научиться бы этим сраным Hold on, Dante. мечом пользоваться нормально. Я весь его в full потенциал не использую. Да? Как будто бы единственный нормальный урон по этому кристаллу это пистолетов только. Меч как будто мало что делает. Но это было бы странно, конечно. Блять. Да иди нахуй, блядь! Да ты задрал своими гейзерами, мудак. Блин.
Иди нахуй, чел! Бля! Было близко, близко. Но я начинаю понимать, как управлять этим мечом. Короче, сейчас буду чаще, походу, огненными ударами бить с меча. Hold on, Dante. Блять, ёбаная. Нихуя ты зарандомил, мудак. Да, блядь, гейзер. Баксет пришел из портала. Привет, Бухар. Да, блядь, гейзер, ёбаный рот. Да блин. Тройное перерождение. А, вот эти вот у меня посчитал как перерождение. Контрольные точки. Понял.
Ладно, понадобилось больше, чем 2 попытки. Dante. И чем чаще я бью с мяча, то есть как будто бы он начинает действовать агрессивнее, когда у меня очки стиля типа больше становятся. Что-то мне так кажется. И надо бить его в прыжке, только в прыжке. Я думал, стоя на месте, используя курок меча, ну, я быстрее добьюсь хорошего урона, но нет. Humans helping each other out? В прыжке намного больше урона получается. Hold on, Dante. Ну да, вот этими вот выстрелами намного быстрее мы добьемся какого-то результата. Короче, рецепт победы простой. Снимаем барьер с помощью выстрелов заряженных. И бьем мистера Кресла в прыжке. И все. Да блять. Да, вот половину хп снял. Все. Сейчас он будет агрессивнее, конечно.
Ай, блядь. Ладно, давай пока. А, нет, тут все пизда. О, нормально, нормально. Hold on, Dante. Ну да. Бля. Привет. Привет, Данте. Так. А-а-а! Блять. А что так много снимает? Угу. Хитрожопая мразь, блядь.
Да блять! Не успел перезапуститься. Я ему дам пизды. Я ему дам пизды. Dante. I could take you with no arms. V. I trust you. Demons helping each other out? What's the world coming to? Плохая жопа. Все. Пошли. Сая, салам алейкум, брат. Привет, кактус. Come on, Dante. Здорово. Да в смысле ты задел меня? Урона нету. Барьер. Видишь, кристалл защищает. Я кристалл ломаю. Ну и кристалл защищает его, поэтому один хер, пока весь урон прилетает на кристалл. Когда кристалл сломаем, сможем наносить урон. Да и блять.
Да падла. Ну, блядь. Я вот не понимаю. Типа Данте, Неро, они между частями пробухивают все на свете, типа, ну, как бы это. Проебывают вообще Skyrim как-то играл? все. А? Skyrim? Да, играл. Skyrim играл. Skyrim онлайн попробуй. А, не, нахер надо. Я ММО не люблю. Блин, ну ты тварь говна. Придется заново. Тут он меня быстро снесет. Вообще практически надо без урона играть. Я ММО игры не особо люблю. Единственная ММО игра, которая мне как-то близко Чего? хоть понравилась. Пред Гудзон. Это был Пятый уже? Destiny. Да, 5 уже. Но тут вот, понимаешь, меня игра байтит тем, что тут в начале какой-то супер-мега-босс, который всем пизды дал, и его можно убить как будто бы. Hold on, И я сейчас вот сижу и убить его пытаюсь. Но, по сути, проигрываешь по сюжету. Братути. Привет, Эфрит. Поэтому сразу финального босса траем, видимо. А чё у тебя на Twitch качество только 480 и не выше? Ну, блин, давайте каждый спросите об этом. Но, потому что, если сделать битрейты выше, то Twitch, стрим лагает. По идее, у меня качество стрима стоит на 1080p. Чтоб не лагал стрим. Понял. Да, чтоб стрим не лагал. Это, короче, недавно же ради сохранения ресурсов Twitch такую херню сделал. Мне то пофиг, я с наука. Ну, типа... Ну, вот непонятно. Тут только в России так, по-моему, если что. То есть Twitch экономит трафик свой, типа этого... Ну, точнее, не трафик, как называется. Ну, ресурсы свои серверные. На России, короче, экономят. А как? Ну, что-то такое, да. Поэтому, короче, если хочешь, типа, сделать нормальное качество, там, есть в OBS, называется там что-то как... сейчас, как назову точно данную функцию. Включить Enhanced Broadcasting. И потом ставишь пропускную способность Доту трансляции играешь? на автоматическую. И тогда он, начнет выдавать картинку вот такую достойную. Но проблема в том, что стрим будет лагать. Доту не играю. Простите, может, уже объясняли, но почему на ютубе стрим в 720? Скорее всего, потому что Ха-ха. тот же этот стоит. Enhanced Broadcasting. Терпение нула. Да, я как бы нормально. Я порой, честно, резко реагирую, правда. Стоит признать. Бля, он даже 480 лагает. Иди нахуй, реально что ли? Ну и хули толку тогда?
Может, наши блочат. YouTube нормально без лага. Они сейчас принялись опять все тормозить. Не, у меня норм идет. Работает. Хорошо, ну ладно. Но если что, на ютубе хорошо все показывается. Стример терпел и нам белел на Юленрейле. Badass. Плохая жопа. Да урода они, Гузоныч. Не будем уточнять, кто. Осуждаю. Все осуждаю. Блять, ёбаная тварь. Блин, у меня паранойя, как будто в комнату забежали дети. Сейчас. Фул концентрация. Бля, все думаю, что кто-то в комнате. Боковым Согласен, зрением показал, полные что уроды. кто-то вошел. Заипали уже, честно слово. Да. Я в телеграм-канале, кстати, одного утырка забанил. Чуть по летоту там не развел, блядь. Так что не надо. Наш либерал или ваш патриот Да я не тот, ни другой. на Юленрейле. Я семьянин. Вот так вот скажем. Моя патриотическая партия — это семья. Политическая партия. На лана к депутату. Пауэракол на Юленрейле пауэрапер. Ай, блядь, ну куда я прыгаю, ёбаный рот. Сука. Ну трай хороший, трай хороший.
Я не буду голосовать. Блять. Леджор 4 хуху, Леджор 4 хуху. А то у меня семьи нет, еще сделает меня инагентом. Да. Давайте продолжим говорить о политике, даже, блять, вскользь, нахуй. Hold on, Dante. Так. Как день прошел, лучше расскажите, блять. Диванные политики. Давайте поменяем тему. Четверг как-никак. Завтра уже пятница. Может, какие-то выходные уже планы какие-то появились. Прям такие снежинки. Как день прошел? Поясница отваливается. Я вот от кофеина отказался. Кстати, кофе не пью. Уже, ну, где-то недельку или типа того. Стал меньше уставать в течение дня. А то обычно пипец как сон кланяло в середине дня. Сейчас без этого. Ну, точнее, оно стало послабже. Просыпаюсь рано. И как бы это... В течение дня нет такой сильной усталости, как если бы пил кофе. Рекомендую, кстати, отказаться от кофеина. Не Заебись. знал, что зависит. Оказывается, зависит Надо сильно. попробовать. Да. С понедельника тюбики с бальзамами по сей день разливал. Жестко. Да. А ты чем разливал? Типа там ведром каким-то или что-то типа того? Пытаюсь представить, как этот процесс проходил. Если поясница болит, то, наверное, пиздец. Ровно половина, нормально. Здорово, как тебе пятая часть? Я еще не играл. Ну, в целом, пока прикольно. Я только в прологе нахожусь. Привет, Мюзик. Ну, графика прикольная. Не знал, что он сделан на Re-Engine, на движке этих современных Обителей Зла. На движке 4-й части Обители Зла ремейка. Ну и всех ремейков, в принципе. Чайничка. Каждый тюбик по 30 мл от того, что станок, который запаковывает трубы, полуразобран, и чана нет. От того, что доход. Умные до меня там работали. Моя борьба. Привет, Ено, здорово. Я пытаюсь убить финального босса в прологе. Как мне сказал RTX, это затея совсем, типа, ну, ебанутая. Хайп будет сделан. Это хотим окончу.
Это Альфред Сигал Пончо. Но я вижу, что вполне себе исполнимо. Всем Пончо. Всем привет! Спасибо, что пришли. Рад вас видеть, ребята. Кстати, если не в курсе, то после Devil May Cry вообще всех частей будем Пончо, проходить пончо. все части Ninja Гайдена. На Денде. В Джет Джортик с Пончо комбо. Бля, последний рывок, ребята. Даже ту часть, где Блонди со здоровенным секирой. Чел хорош. А как начать пройти всю часть Assassin's Creed на 100% на Юленгигас? Нахуй надо. Ни за какие деньги этого не сделаю, блядь. Если мне захочется вдруг похоронить свой канал, ну типа, и впасть в кому прямо на стриме, то да, я поиграю прям в этот Assassin's Creed, все части, да, я обязательно это сделаю. Чтобы я умер от скуки прямо на стриме. Пасть в депрессию. Да-да. О, падла ёбаная! Нихуя себе, вы видели? Он так пустил гейзеров, ёб вашу мать. Ну нормально, нормально, нормально. Мужик капец. А как ты Лару быстро. Крофту прошел все. Ну, у меня лежит еще 3 части. Вот хочу Лару Крофт тоже. Я видел. Повышение уровня для артист с хороший человек LVL 43, Альфред Сигал с LVL 10. Ты на нем стоял. Ну да, не среагировал. My bad, my bad. Лежит еще Лара в шкафу. Хотя, может, чисто сразу после Devil May Cry попроходить Лару Крофт. Так, чтобы настроение... Лара Нурм шла. Ну да, она хорошая. Причем там такие интересные части. На жопу ее попялец. Попелиться. Попялец, подрачить. Драчить хочу. Так. Я надумываю пройти на платину правила ПДД лал-лал-лал. Хорош. Ебать ты крутой. А на чем? На какой, так сказать, платформе? В скобочках машине. Так. Енот задрот. I trust you. Забыл уже. Humans helping each other out? What's the world coming to?
Телефони. А где он культяпку посеял? Мобильный гейминг. А вот этого просто словами пояснили, что вот этот вот главный босс как раз таки ему культяпку и отнял. Давайте я вам катсцену покажу. Вот тут Данте с ним сейчас ебашится. Hold on, Dante. Держись, Данте. О, леди и Триш. Девчонки тоже. Все устали ебаться. На категорию B в принципе все билеты выполнил 40/40 билетов. 800/800 вопросов. Хорош. Jackass! Осталось темы пройти. Your mother ever teach you Эй, it's not осел, nice тебя to в детстве steal? не учили, что воровать нехорошо. Sorry, Dante. Ну уж прости, Дантыха. I'm back in this bitch. На этом мразь я урою сам. Бля, вот это я долбоёб. Ща, погодите-ка. Походу у меня тут настройки ПК, графика. Ну так и знал. Вот почему пиздец какой-то творится. Угу. Сейчас картинка получше у вас будет. Ну, потому что FPS одинаковые будут с настройками стрима и игры. Какой же трай говна, блядь. Ясно.
on, Dante. Плохая жопа. Вот забавно, что у него вся магия из промежности летит. Лазер из промежности, огненные шары из промежности. Леджор 4 хуху, Леджор 4 хуху, Леджор 4 хуху. Тебе еще много раз его проходить? В смысле? Ну я его убить хочу. Я думал, ты его уже прошел. Бля, сука, замедло Это ебаное. или файный босс? Пиздец, ну хуёво, блядь. Ну, видимо, в любом случае нам в 3 трая придется. Но вот если бы я нормально этот ебаный триггер, сука, использовал, ну, если бы я знал, как его нормально использовать, тогда да. Блядь, этот ебаный курок на мече, я и не умею им пользоваться вообще. Ну, в воздухе сложно. Заебал. Зачем стрелять? Потому что так эффективнее. Вблизи он сильнее агрится. Ты охуела, блядь. Ты что-то было? Нихуя срикошетил. И... так мы быстрее сносим. Потому что, ну, блядь, если бить, то надо добежать, надо бить, отходить, там, вот это вот все 5-е, 10-е. А все у него атаки такие, в любом случае, ну, на большую площадь рассчитаны. И все такое. Причем вблизи ты, ну, у тебя не хватит времени нормально оценить ситуацию и увернуться от замедляющего шара. Он кидает замедляющие шары, которые, ну, вот эти вот, блять. Ай. Отходи. Просто так безопаснее, эффективнее. Кидает свои шары на орел Энгикас. Я к тому, что не меняется ничего, или ты эту красную хрень расстреливаешь?
Ну да, Повышение приходится уровня красную обновления хрень проект расстреливать, она Чума защищает 09. его. Этот странный красный кристалл, типа, ну, является барьером. Ну почти, почти. Вот если бы в первый раз я нормально так же сделал. Вот этот трай я его убил бы сейчас. Сейчас бы его убил. Ёб твою мать. Ну все. Полная концентрация. Необострый Блять. Ну все, у меня под один шанс. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. День-день, день-день. День-день-день-день-день-день. День-день. День-день-день-день-день-день. Половина. Увод свой писал санутрик для ДМС попчем. На работе будет Сука! Крученый кинул, ты видел, блядь? Хуесос ебаный. Баран, вот я. Пиздец. Закрутил, ёпта. Джинкслал. Ну ты видел, Обосрался. блядь. Крученую кинул. Если честно, очень унылая механика босса. Это... Понимаешь? Это пролог. Он меня по сюжету должен, ну, разъебать. Твичкон хайп. Причем очень быстро. А я его убиваю, понимаешь? Я иду против сюжета. То есть после пролога, когда мы проигрываем, там Данте остается и выигрывает нам время, и хуй пойми, он там пизды получает, и мы уходим оттуда. Куча народу погибает и так далее, и, короче, Нера злится и так далее. Проходит месяц, и Нера там уже с какой-то телочкой что-то вместе там ходят, мутят и сражаются с демонами. А вот эта вот хрень, вот Да это я вот не спорю, что дерево. это пролог, но в целом босс заебный. Заебный, да. Ну просто суть в том, что со всеми открытыми механиками, вот что я тебе хочу сказать. Ну, если прокачаться, то его куда быстрее и веселее убивать, скорее всего. Ну, типа. Ну, типа, понимаешь, типа. Куда больше урона бы вылетало у него. А че Триш, Леди и Дантис откисли что ли? Dante. Ну да. Ну я ж катсцену показывал. Там Леди и Триши
уже разъебанные лежат, и Данте тоже к нашему подходу там уже все уставший лежит. I could take you with no arms. V, can I trust you? Demons helping each other out? What's the world coming to? Демоны помогают друг другу. Куда этот мир катится? Вот, какой-то новый чел появился. Эй, думал, ты свалил. Неужели не ясно? Нам без тебя не справиться. Гуляй отсюда, герой, без тебя разберемся. В общем, после развала Ордена и после событий 4-й части, Нера также стал охотником на демонов из Devil May Cry, ну, из агентства охоты на демонов Данте. Hold on, Dante. Ну да, вот все. Пизды получил. И вот леди лежит. И Триш. И вот они мы. Молодая кровь, которую не остановить. Как там говорил доктор Стрэндж? Дурмаму, я пришел Потом договориться. Знаешь, что это за чел с тростью? Мне интересно, Ви прям как в какой-то. комбезе. Я бы не иду. А какие по ней арты? Леджорд 4 флекс, Леджорд 4 флекс, Леджорд 4 флекс. Блять. Ну пока он щадит меня в уроне. Но больше урон получать нельзя. Всем привет. Привет, фри интернет. Вот это я изворотливый. Видели? Урона не получил. Блять. Сука, ну как я получил, ну как я попал в сферу эту ебаную? Давай, 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 давай. Сейчас надо максимально выложиться, когда кристалл разобьем. Максимально выложиться.
Да блять! Ну не половина. Блять, ну нормально, но не половина, сука. Если бы дошел до половины, я почему-то триггер вообще не могу задействовать нормально. А, блять, ёбаная мразь. Тут придется перезапускать. Придется перезапускать. Слишком рано прыгнул. Короче, после первой фазы он увеличивает свой урон где-то на 20%, что ли. Или где-то так. Или, возможно, он... Ну, где-то у него есть счетчик, который постоянно у него повышается. Ну, то есть урон у него все выше и выше становится. Видимо, зависит от его ХП кристалла и его самого. От чего-то, короче, зависит. Вот, в принципе, я нахожусь на нормальном расстоянии. Вот это вот среднее расстояние, на котором я сейчас вот топчусь, вполне себе хорошее. Вот надо его держаться. Не ближе, не дальше. Идеальная. Идеальная дистанция. Вот держимся этой дистанции, все будет четко. Хорошо, хорошо, хорошо. Долбоёб. Да, это от жизни кристалла зависит, видимо, урон. Не жадничаем, иногда пропускаем. Не жадничаем, не жадничаем, не жадничаем. Не жадничаем. Сейчас, внимание. Еще раз. Хорош. Нормально. Темп хороший у нас. Темп хороший. Сносим быстро достаточно. Кристалл. Внимание. Блять, прыгать, дерьма, кусок! Ебать! Есть контакт, пошли! Хорошо! Половина, практически ровно половина. Так, возвращаемся. Квейзикс, спасибо за фоллоу. Держимся на расстоянии, держимся. Новый фолловер Квейзикс. Сейчас, внимание, будет сложно. Блять, крученые. Он начинает выпускать крученые эти фаерболы, ёпта. Блять. Тут уже перекаты нужны. Скорость фаерболов увеличилась. Он в общем ускорился. Вообще в общем. Гейзеры стали быстрее появляться. Звездопады. Внимание! А я думал, его нельзя убить. Внимание! Что ты делаешь?
Блять. Да. 2 часа уже дрочишь эту хуету. Да. Ну, я увидел, что у него ХП убавляется. Соответственно, Ты, что ли, сделал выводы. кончил? Ох, ебать. Сука. Ну, тут уже никак. Тут он меня разъебет. Хотя, давай пытаться. Я дистанцию не соблюдаю, кстати. Но если его убить в прологе, то игра пройдется на секретную концовку, а так по сюжету нужно проиграть. На сюжетную концовку? А, на секретную концовку? Прикол. Ладно, на это я должен увидеть. И мультик покажут в конце. Окей, только ничего не спойлери вообще. Это радует. Что такая возможность есть. Блять, ну чуть-чуть, сука, мразь ебаная, блядь. Уф. Угу. Ах ты гондон, блядь. Блядь, гондон, блядь. Зачем я направо побежал? Надо было навстречу новому лучу бежать. Ёб твою мать. Ну почти. Вот прям почти. Я был жестко близок. Старый Живила Джордж 4 TNZ. Ща. Давайте я вам начальную катсцену покажу, чтобы вы были в курсе. Рос он ночью, рос он днем. Если Зрело долго заряжать яблочко меч на и, то на у нём. тебя будет больше урона наносится. У нас только один заряд доступен. Если что, я по марафону прохожу Devil May Cry 5 часть. Чтоб ты понимал, я до этого еще 5 частей Devil May Cry прошел. То есть 4 Devil May Cry и перезапуск 2013 года. Так что советы мне не понадобятся. Спасибо. 16 мая, 8 вечера. We've known each other a long Сколько мы time. уже знакомы, агент Моррисон. You never had this much Труднее trouble. тебе еще не приходилось. You gonna make it through this Уверен, time? что справишься, Данте. Ты где-то отметку делаешь со списком пройденных игр. Не понял, я завалил забыл таки, что закинуть. ли? Не, я вам катсцену показываю.
What am I doing wasting И зачем my я такой time here? приперся? У него же Just все got под this. контролем. You should not underestimate Не this стоит demon. недооценивать этого демона. After all, Как-никак, именно он отнял у тебя правую руку. and gain И тем a самым great завладел deal of еще power большей from it. силой. I'm leaving. Я утекаю. I suggest И you do тебе not fall задерживаться не behind. советую. Да. Okay, V. Ладно, Ви, хоть ты и чудик, но подметил верно. I've got a score У to меня settle с этим with that son of a ублюдком bitch. свои счеты. Son of a bitch. Son of a bitch. Dante. Данте. I could take you with no. Я тебя и без рук уложу. Честь сегодня не пятница. Завтра пятница. Чуваки, завтра пятница. Завтра забалдеем. I trust you. Купим, что захотим, и можно будет отдохнуть как следует. А когда праздники, кстати, там что-то вроде же говорят, суббота, выходной, А я чича рабочий день? захотеть. Demons helping each other out? What's the world coming to? Джинк, Слав. Ну потерпи до завтра, нормально. Я тоже хотел, но терплю. Получается, Нолан терпел и вам велел. Твоя мелюзга на 4 дня уже пошли. Ну типа. Ну я не знаю, просто суть в том, что вот кашляли, болели же, сейчас уже лечимся, полегче стало. Но мы показывались врачу, и все, теперь мы легитимно пропускаем садики. А в школе у сына карантин вообще. Поэтому все дети у меня балдеют дома. А, и у сына вообще сейчас. То есть у него и карантин, и каникулы. короче. Ёдрить. Так, короче, включаемся в игру. Все. Так, тут по стандарту. Тут все по стандарту. Держимся среднее расстояние. Сейчас, внимание. Уворачиваемся, прыгаем. Блин, коварные атаки делает. Гейзер пускает, когда я прыгаю. Ну, точнее, вместе с лазером пускает гейзер в момент, когда я прыгну, чтобы подловить меня. Потом сразу же моментально пускает замедляющий шар. И за ними огненные шары. Пиздец, как же он хочет меня убить, блин.
Причем делает это с таким скучающим видом, падла. Ну ты, сука, у меня сейчас ответишь за все. Так, готовимся к врыву. Вот сука. Все, врыв, врыв. Погнали, погнали, погнали. Let's go, let's go, let's go. Наш балбес на 4 дня пошел, пришлось Роблоксову начать кол. А то пришлось ему все заблокировать. От того, что полсука класса в хату привез снесли дверь в комнате. Больше половины Делал, хп. сделал. Но в след раз я сказал, будешь сам делать, как ты ее на место будешь ставить. Меня уже не колышет. Сам будешь делать, или всем классам твои проблемы. Ну да. Надо воспитывать. Вот воспитание, оно об этом. О том, что ты ему говоришь, как, что делать самому и так далее. Вот у меня, в принципе, старший и средний самостоятельные. А вот младший вообще. Балбес, конечно, тот еще. Потому что, считай, за ним все присматривают. Говоришь. Все за ним присматривают, все ему все делают. А сейчас я всем нарекания дал, чтобы... Ну типа нихуя ему не этого идти, давайте. Прекратить. Прекратить. Все сам. Но не так агрессивно как бы, а просто нормально. В том плане, что мы ему, ну там... покажем один раз или два, ну, если он не понимает, как делать, то ну, вот, показываем, учим. Главное, чтобы он сам на практике повторил все вот эти вот моменты, которые он, ну, просит. И все. Показывать и учить все равно надо. Как бы то ни было. Без суеты, криков, да, все нормально. Правильно. Сам все должен делать, а не сидеть как галченок с открытой варежкой. Ёб твою мать. Как же это было близко. Ну, блядь, быстрее беги. Ну, блядь, сука, ёбаный рот. Вот если бы я был ближе, я его убил бы, блядь. Мне так, блядь, так по таймингу плохо совпало, сука. Ну, ладно. Не теряем, не теряем, не теряем. Настрой не теряем. Должны победить. Вот я уже вижу, что победа у меня в руках. Просто надо его сжать.
Ах ты ебаная падла, сука. Блин, как же тяжело даются. Вот буквально чуть-чуть там нужно было. Дополнительный бонус. Там вот чуть-чуть не хватает. Dante. Как говорила молодежь, ебать ты душный. Пройди уже. Дэнсгейм. Тебе что, не весело? I could take you with no armor. V, can I trust you? Humans helping each other out? What's the world coming? Старый, как думаешь, если я начну фигурки покемонов продавать, напечатанные на принтере, меня Nintendo не ебнет по авторским правам? Да нет, наверное. Но киллеров пришлет. Hold on, Dante. Вполне могут как-то, но если слишком сильно раскрутишься, то да, могут. А так, если ты тут прям локально, там, ну, думаю, не особо должны. Просто надо быть незаметным, я думаю. Ну ты заметил, что китайцы вроде не продают покемонов? Ну, в целом. Как будто такого особо ничего нет. Может и есть, но типа там оно, наверное, не сильно хорошего качества.
Блять, сука. Блять. Ну один хуй в 3 попытки придется ебашить. его. Да блять, ну прыгнул уже. Джинкс лол, просто они жестко за покемонов взялись. Нет норм фигурок в продаже. А то, что продается Г полная. Тут чел сделал трейд модели всех 900 с хером модели всех, со всех сезонов. Надо было скачать их всех, а я, лан, потом в избранное закинул. Через какое-то время зашел, а пользователя заблокировали по авторским правам. Теперь хрен найдешь. Нашел пак первого поколения покемонов, долго не ждал, сразу качнул. Вот и думаю, если начать, прилетит или нет. Ну я же говорил. Если заметят, прилетит. По-любому. Если заметят. В том-то и штука. А тут как бы одно, другое, как бы, ну, понимаешь. Если захочешь продать нормально, надо будет раскрутить как-то этот момент. А тогда тебя заметят. То есть... Но чтобы тебя не заметили, наверное, не надо показывать рекламу в сетях. Буквально надо старым дедовским образом, скорее всего, ходить и бумажки раздавать. Или просто сидеть на лавочке и продавать. Ну и тут такой момент. Даже таким образом, если ты сядешь на лавочке продавать, тебя один хуй сфоткают с этими фигурками и так далее. То есть тут уже надо максимально таким, знаешь, таким нелегальным способом по типу, ну, стоишь такой в переулке и говоришь, как там мимо проходящим каким-нибудь чувачкам, типа, эй, слышь, у меня тут покемоны, нахуй. I could take you with no arm. Только так. Эй, слышь, купил Бэрон. Джинкс лол. Но не так, а скорее, типа, фигурки покемонов не I интересуют, trust you. типа. И показываешь ассортимент, и он такой, нихера себе. Слышь, пацан, покемоны нужны? Но... Это Гадонау Z Ledger 4 TN Z Ledger 4 Dance. Так что смотри сам. В любом случае, эта тема будет нелегальной. Около криминальной. Hold on, Dante. Так что сам понимаешь. Никаких имен и все такое.
Никаких знакомств. Чисто продажа. Хочешь купить, покупай. Не надо, уходи. Внешку изменить. Ну, типа, да. Ну, просто не свети свое имя и все, и лицо, наверное. Бороду отрастить, очки, темную шляпу. А самое главное, не давать себя фоткать. Вот с этим будет трудно, мне кажется. Потому что если начнут фоткать, то, ну, пообщайся нормально. Ну, вежливо попроси и так далее. Просто если начнешь быковать и говорить, бля, удалил быстро нахуй и так далее, то, ну, блядь, тебя наоборот с таким усердием снимать начнут. А как по мне, нинтендовцы, малюху тупенькие. Могли бы конкретно на фигурках навариться, а они фуфло какое-то продают. А хороший, если и есть, тот там единицы. Нинтендовцы, да не, блядь. Они в порядке вообще во всех фронтах. За счет лишь одной вот этой вот юридической фирмы, которая вот занимается защитой авторских прав и так далее, они, ну, чистым доходом много получают. Но я уверен, там, понимаешь, штука такая у них, ну, то, что их вот фигурки, их вот мерч, вот, мерч, слово, трудно достать. Вот из-за этого как бы их предметы, ну, их штуки становятся ценнее, что ли. И поэтому даже коллекционеры, типа, будут покупать и так далее. А если делать, ну, какую-то вот такую вот, как бы сказать, супер продажу, как, ну, это делается, допустим, с фигурками Хаги-Ваги, там, ну, душевыми этими. То и дороговизна, и эксклюзивность пропадет. А они, считаю, вот, типа, ну, как бы, на качество упор делают. Блять, у меня вообще урона нет. Типа, не ставят на не количество, а на качество, типа. Потом еще, ты в курсе, сколько у них развлекательных этих парков? Развлекательные парки, блять. Фильмы, нахуй. Мультики там. Чего только Ага. нет. Так что они в порядке вообще. Очень даже в порядке. И возможно даже, мне кажется, что они вот эту 3D принтер тему отчасти, возможно, даже будут считать типа зашкварной темой. Будут, наверное, ставить на какую-то handmade тему, говоря, блин, наши мастера сделали собственными руками. Ну, то есть, сами Nintendo наверняка так преподносят свои товары. Если говорить о фигурках, например. Вот, например, знаешь, как премьера Супер Марио проходила? Ну, точнее, не премьера, а просто показ. Типа, вот, когда я был в Таиланде, они ланчбоксы с этим Марио раздавали. Ну, за покупку попкорна, там, что-то такое. Короче, ну, вообще заебись. Такая металлическая коробочка Марио. Охуенная, блядь.
И стаканчик был хороший для сока. Вот кто-кто, но вот Nintendo супер душный, ребят. Очень душный. В плане, наверное, типа требований по качеству товара. Если они типа будут какой-то заказ типа закидывать кому-то на, ну там, как это будет правильно, слово забыл. Ну типа из фриланса, ну короче сторонние какие-нибудь компании там, которые занимаются производством чего-либо, то они вообще доебутся до них нереально. Столько правок внесут и так далее, мне кажется. То есть утвердить дизайн там, типа, ну это ебанись вообще. Повышение уровня для Альфред Сигал в случае ЛВЛ-11. С повышением уровня. Бля, сука. Так. Не видишь, по большей части фигурки делаются из PVC, он мягкий, а платформа, на которой фигурка стоит, она может быть из искусственного камня. А вот реплики RBNF Q похуже качеством, как в деталях, так и краске. А PVC, по-моему, на 3 печати нету, а если и есть, то им мало кто пользуется. Ну, если уж делать такие вещи, то, наверное, не стоит сильно заморачиваться по качеству, наверное. Главное, чтобы выглядело хорошо. Ну, не знаю, типа, я хз. Есть! Есть! Соси нахуй! Это все, на что я способен? Да, блядь. Соси. Ну, наконец-то. Враг, узурпировавший трон демона, повержен. В сообществе людей все заебись. Это счастливый конец, которого все так ждали. Унижен.
Возрадуйтесь же победе. Вы по праву заслужили ее. Мы стали свидетелями рождения новой легенды. Игра пройдена. Все. Марафон Devil May Cry на этом окончен. Все. Ну, что-то как-то не впечатлила меня пятая часть, скажем так. Что-то короткая, сильная довольно-таки. Один пролог всего лишь на всю игру. Не знаю Я был даже. подписан на канал на ютубе одного японского мастера, он там и для Nintendo делал заказы. Он там все вручную. Как из глины, лепил, и потом в печь, потом ручками расписывал. Ну, короче, Все, тут погнали вниз какие-то загадим. эти Все мы спойлеры прошли это пошли. говно Джинкс Флауэ Джордж Не, 4 ну это не хо-хо. говно. Это охуенно. Это охуенно. Открыт новый режим Синспарда. Заебись. Все, можно играть на сложности Синспарда. Охуенно. Охуенно. Ну, считайте, я прошел сейчас игру для того, чтобы открыть. Так, это Сложности. песня из пятой части, значит, была. Да. Конечно. Говорят, эта часть довольно-таки супер, типа, легендарна за счет того, что у нее, ну, музон охуенный. RTX говорил, только с фулл прокачкой на легкой сложности, только тогда возможно. Смотри, кто я, и на что я способен. Теперь ты знаешь. Ахахаха. Леджорд 4 хо-хо. Корейский дух зарешил. Да. Самурайский даже, я бы сказал. Дух воина. V, I trust you. Humans helping each other out? What's the world coming to? Нихуя себе, блядь. Нихуя себе у него здоровье. Это че за богомол? Но я теперь на повышенной сложности играю. Поэтому богомол появился.
И я уверен, меня с ним представят только в будущем где-нибудь на хуй знает каком-то уровне. В общем, сейчас играем на очень высокой сложности. Называется Сын Спарда. Ну давай кусок дерьма. Попробуем. Ну я, конечно, тут перезапускать не буду, если проиграю. Но попытаюсь пройти. Ну да. Действует он иначе. Лазеры медленные и так далее. По 2 штуки стал кидать. Крученые сразу же закидывает. Бля, вот это опасно. Ну да, заметно сложнее стал. Это он в начале еще такой. Что будет потом, еще хуй знает. Блять. Хуясти, крученый за крученым кидает. Ёбаный рот твой. Смотрим ролик. Двигаемся дальше. Все, пиши пропало, нам кранты. Round 2. Второй раунд.
Ви, уйди, Нера, дурацкая баладея, я еще могу сражаться. Ну иди, Нера, только путаешься под ногами. Отвали! Да пошли уже. Пусти меня, нужно уходить. Ее сила превзошла все наши ожидания. Да, но я его убил. Я его убил. Это я-то путаюсь под ногами. Вот урод, я никуда не пойду. Прекрати истерику, подумай, как стать сильнее и помочь. Если Данте не выстоит, убить Уризана сможешь только ты. Так его зовут, да. Уризан, владыка демонов. Так зовут демона, лишившего тебя руки. Урина. И все. Мечу пизда. И Данте проиграл. What happened to Dante? Что случилось с Данте? Where's Dante? Да где Данте? Buying time Пытается выиграть время, но дело плохо. doesn't look good. Бегите, глупцы. Все, людей убили. Быть того не может. Данте проиграл? Да брось, мы ему уже ничем не поможем. Уходим. Вот такой вот я молодец. С. Это С. Неро. Владыка демонов Уризан. Там что-то случилось. Точка Робингот пришел из портала. Возьми с полки огурец. Огурец. Ну, понеслась. Реальный экшен сейчас будет. 15 июня, месяц спустя. В Редгрейв и окрестности города объявлена чрезвычайная ситуация. Тянка. В связи с нападением таинственного дерева Тянка. в прошлом месяце оружейный дел мастер Ника. Ввиду сложившейся ситуации, это демоны, я своими глазами видел. Они захватили Редгрейв. Уповаем на милосердие Божие в Стоянка час в великого комбезе. испытания. День за днем и одна и та же брехня. Скажи-ка, Tell you what. чего тебе? How's it feel to be rescued Каково это the guy who спасать killed your убийцу father? твоего отца? Hey, I'm glad we're getting Рада, closer. что ты... Что, ну, рада, что мы так уже близились. Но он бросил нас с мамой умирать. Так что мне пофигу. комбезе. Well, it's not exactly Да уж, он никогда не был примерным отцом. His research wasn't half bad. Он работал на совесть. Его заметки нам пригодились. Mildly thank you for that. Хоть на том спасибо. they have to do that anyway. Может, хватит уже дымить? It already smells И like так gas. дерьмом несет. От тебя же и несет, ёпта. Hey, Эй, Нико. Don't lose your tits. Да не дергайся ты, я вижу. Ну ща будет рок-н-ролл, ребята. Твичкон Хат Леджорд 4 Флекс Леджорд 4 TNZ.
Твичконхайп, твичконхайп, твичконхайп. Губастенькая. Executive Producer Джин Такеучи. Леджорд 4 TNZ, Леджорд 4 TNZ, Леджорд 4 TNZ. Пау. Леджорд Главный 4 продюсер Дэнс. Мичитаро Окабе. Devil Breaker Леджорд дизайн. 4 крутой. Movie продюсер Хиромаса Инове. Широгуми Инкорпорейт. Арт-директор Коки Киношита. Дизайн персонаж Тацу Йошикава и Дайго Икено. Леджорд 4 Флексин, Леджорд 4 Сценарий Бам, Бинко Леджорд кто-то 4 там. Хэппи, Леджорд Аудиодиректор 4 Каканоши Флекс. Ацуми. Ведущий композитор Като Судзуки. Директор муви Юджи Шимамура. Водицит, водицит, водицит. Директор Хидаяки Ицуно. Ой, май девил, триггер вроде трек зовется. В игре нет рекламы курения или сигарет. Курение убивает. Devil May Cry 5. Но есть реклама секса. Джин. Всем Вау. строй, держать строй, не дайте им прорваться. «15 июня, 5 утра. Что происходит? Что за хрень? А какого года? 19-го. Чё, за кибербулли тебя? Ну, не знаю, иди нахуй. Ты кто такой? Тебя же убьют. Don't crap yourself. Не кипятись, он обожает Relax демонов and do мочить. things. Let him do his thing. Пусть развлекается. Слышь меня, придурок однорукий, жить надоело? Cheer up, crew cut. Выше нос, вояка. You taking notes? Внимательно смотрит. All right. Ну, пора побуенить. Погнали. Бич дьявола. Санаба бич. Мир, Got сучок. some cleaning up to do.
Хорош. Yeah, he's a real Да уж, он мастер демонов лупцевать. Вот я и сделал ему эту клевую руку лупасить демонов. pain in the ass. Hey, Cyclops! Эй, псих, полегче со снарягой. Hey, stop it! Да кончай нынче и прячься, ёпты. Повышение уровня для Musicraft Switch LL 10. Really getting the hang of this new toy. Плохая жопа. Коснитесь бича дьявола. Пройдите по найденному бичу дьявола, чтобы автоматически поднять и использовать. Вы не сможете подобрать новое оружие, если ваш запас полон. Нихуя себе. Че, всех наказали? Фу. Нормально. What a mess. Ну и бардак. Красная эмпуза, напившийся кровью мусорщик. Нормально так насыпало. Осколок синей сферы. Из 4 осколков можно собрать сферу. Найс. О, труп. Why are they collecting human blood? It's not just about feeding. Зачем мне собирать человеческую кровь? Да, дело не только в голоде, то что-то еще.
Все, четенько. Прелюдия. Видимо, руки разные бывают. Ля, какие вы разномастные. Корни крипота. Милая растеница. I get it. Вот, значит, как. Who brought the marshmallows? Что тут прохладно. Добавим жару. Набирайте обороты. Like that? Then have some more. Swing on it. I gave you that one. Twitch Conhide. Ledjord 4 TNZ. Gotta be some spots that are soft. Ledjord 4 Dance. Ledjord 4 Flex. Ledjord 4 Flex. Надо бы как-нибудь убрать озвучку смайликов. Как? Да блять, ну как увернуться? Да блять, чел. Смотри, кстати. А то порой заебу уходи все озвучивать. Окей. Hey, tough guy. Эй, That'll крутой. keep him, but not Это for их long. задержит, но ненадолго. Ты о чем? Soldier boy said city's Солдат gonna сказал hell Гордину, back. They know разверзся about он the самый underworld. настоящий ад. Not just here, И не только здесь, but а everywhere. повсюду. Yamato did this. Это все Ямато. Ямато. 30 апреля, 2 месяца назад. Why do I feel like your pet И почему я mechanic? сейчас чувствую себя твоим личным каким-то этим? Смотри, не привыкай. Nico, I showed you those Ника, я order показывал docs. тебе You записи still ордена. owe За me, тобой remember? должок, забыла? Эй, вы двое, ужин готов. Be right there.
Сейчас идем. Hey, why don't you Иди. go ahead? Я пока Finish тут up here. закончу. I'll try to save you some. Я тебе что-нибудь оставлю. Not. Или нет? Рука еще на месте, кстати. You need something? Тебе Только кончил, что-то оставь нужно? озвучку. What is it? You hungry? В чем дело, приятель? Голоден? Well, you're in luck, pal. Тебе повезло, еда на Food's столе. ready and Кирия всегда много Kitty always готовит. makes too much. Hope you like loud talkers, too. Надеюсь, Gotta ты pair не those против upstairs. болтушек, а то у нас тут целых две. You see something you like? А ты на что уставился? What the hell? Какого черта? You a demon? Ты демон? Неро, еда остывает. Кирия, назад, сейчас же! Модератор кончил. Руку оторвал. Taking this back. Я забираю его обратно. Ёбаный рот. Ямат. А, это Вергилий, что ли? Мое время на исходе. Стой. Стой. Ебать. Меня ж не было 2 минуты, чё стряслось-то? Сдох. Жестко. He's waiting for us up ahead. Виж ждет нас Try впереди. not to get us killed on the Постарайся way не there. угробить нас по дороге. И получается, этот мистер Урина, он Вергилием был, что ли, типа? Интересно. Клипот. Уризан занял свой трон. 15 июня, 5:32. Через 30 минут. Все, приехали. В смысле? Ясно. Тот Дальше хрен пешком. тронешь, что ли? Yo, yo, yo. Ну Check непонятно. it out. Ну, Вижа говорил, что это он оторвал нам руку. And this is? И чё это? От Моррисона. Думаю, это его манифест. С тех пор, как я последний раз писал письмо, прошло добрых лет 30. У меня нет печатной машинки, поэтому придется тебе разбирать мой хреновый почерк. Говорят, ты возвращаешься в Редгрейв. Поначалу я не мог придумать, чем тебе помочь. Я не такой силач, как ты, да и особым умом тоже не отличаюсь. Однако, учитывая мой род деятельности, я могу дать тебе несколько наводок. Не знаю, насколько они тебе пригодятся, но лучше с ними, чем без них, так? Ладно, когда я впервые Это встретил газон, Данте, аузет, кончу, он использовал кончу, кончу. другое имя, Тони Редгрейв. Интересно, правда? Тони Редгрейв в Редгрейв-Сити. Совпадение или же нет? Честно, понятия не имею. Однако, раз уж ты туда направляешься, сам скоро правду и узнаешь. Поэтому я и решил рассказать тебе все, что знаю о Данте. Я не часто делюсь таким сведением, парень. С тебя причитается. Тони Редгрейв. Письмо Моррисона. Проходите миссии, чтобы открыть новую информацию, такую как письмо Моррисона. Посмотреть такие документы можно в галерее, главном меню библиотека, раздела библиотека. Doing this or Ну what? мы идем или как? I'm waiting on you. Я только тебя и жду. I'm cooking. Чур я Any special готовлю. orders? Есть пожелания? Готовишь? Чё готовишь? Чё? Hey, hey. Для какая? Привет, привет. У меня есть для тебя новая рука. Прелюдия. Так это старая рука. Аля-ля. Гербера. О, нихуя. Я бы ее приготовил. Погоди еще. Тебя интересуют только лучшие образцы, так? Гербера ГП. Look no further. Ебануться. Ну, ну, окей. Выбирай. Блин, сколько... Ты же любишь пасту. Она будет часто нагинаться. Бич паста. Поджарил прям в фургоне. Давай еще посмотрим, Смотри, что вилка. продают. Аля-ля. Here. Я же, с этим ты до чего угодно дотянешься.
Блин, Sure, чувств. Ye will love it. Блять, что за нахуй? Не знаю, эта рука выглядит подозрительно, как будто ей дрочит. Бля, вы видите, у него револьвер в лобок нарисовано. Тебя интересует только лучшее, братцы, да? О, Мегамен, лол. Ага. Я бы до нее дотянулся бы. Чтобы получить преимущество в бою, покупайте здесь навыки в предметах за красной сферы, поменяйте используемое снаряжение. Окей. Переключайте между вкладками вверху экрана, чтобы выбирать раздел персонализации. Здесь можно купить навыки, способности, отменить покупку невозможно. Нажмите испытать, чтобы попробовать прием перед покупкой. Окей. Здесь можно пополнить запас бичей дьявола и их способности пригодятся в бою, поэтому закупайтесь прок. Здесь можно изменить оружие, снаряжение, используется изменить для поиска идеальной комбинации. Здесь можно приобрести сферы, способные не только увеличить запас здоровья, но также оживить в бою. Так, ну, начнем с сфер. Нормально так здоровье. Кончилось. Так, золотая сфера. Одну штучку купим. Так, давай изменим снаряжение. Максимум 3, да? Ну давай возьмем. Необычно без дьявола создан целью помочь, наверное, есть паста. Наконечник вращается, но не слишком полезен в бою. Ладно. Маневренный бич дьявола позволяет прерывать атаки врагов с помощью ударных волн или создавать луч энергии. Так. Бич дьявола с раскраской от Сёдзи Кавамори позволяет свободно перемещаться с помощью ударных волн. Бич дьявола, сделанный ради Кирии. Эй. Куда? Чиниси. Посмотрите. Плен чувств. Интересно. Для чего использовалась эта рука, помимо... Бич дьявола, сделанный ради Кири. Гибкий материал не раздражает кожу, а вибрация унимает боль. Поняли, да? Это рука-вибратор. То есть он пользуется ей, когда вместе с Кири находится. Вот так вот. Бластер Мегамена в обличье бича дьявола прекрасно подходит для дальнего боя и изменять некоторые действия. Блин. Взять, не взять. Ну ладно, это, по-моему, все лишнее. Типа такое. Могу разве что... Ну, по рофлу можно взять. Проверить. Давай возьмем. Душиться мы не будем. Так, и тут... Ну, давайте вибратор возьмем. Посмотрим. Так, ну их есть что еще покупать можно. Партию. Все бичи дьявола. Купить по одному бичу дьявола из всех доступных меню за покупкой партии. Там понял. Так, ну способности пошли. Удержите положение, чтобы перейти на полноценный бег. Да, пожалуйста. Прискок. Легким движением уклонитесь от вражеской атаки, что ага. Захват тросом. Перескок. Перескок 3. Захват тросом. Двойной прыжок, конечно. Прыжок от врага. Увеличивает радиус сбора сфер. Акс провокация. Особая провокация, за которую была уплачена огромная цена, увеличивает ранг стиля сильнее обычной. Но ее купить нельзя. Новые краски. Синяя роза. Усиливает новые краски, удерживает дополнительную школу. Ага, 3 выстрела.
Мощное улучшение новых крах, наделяющее особые пули взрывной силы. Ну это вообще балдеж. Алая королева. Мощная атака в рывке, поражающая всех ближайших врагов. Ну, это вот надо. Рывок 2. Разрез. Назад. Комбо Алой королевы. Угу. Это я помню. Комбо Алой королевы. Комбо Алой королевы. Рулетка. Перетасовка. Назад, вперед надо делать. О, вот что-то новенькое. Азарт. Быстрый удар в воздухе в уязвимой точке врага во время действия приема вражеской атаки. Просто вперед. Находясь в воздухе. Плохой вариант. О, находясь на земле, нажмите. Нет. Быстрый удар по уязвимой точке врага. Калибр. Назад, вперед. Акселератор. Расход 2 заряда шкалы акселератора позволяет выполнять акселератор 2 уровня. Акселератор 3 уровня позволяет улучшение акселератора. Активирует акселерацию сразу же после атаки полностью заполнить шкалу акселератора. Найс. Бич дьявола. Дробильщик плюс. Ну, нормально, все. Все купил. Yes. Экран представитель может найти в меню миссии подготовку ключ к по-настоящему сильному бою. Погнали. Need to catch up to V fast. Мне нужно догнать Ви поскорее. What a mess. Ну и бардак. Блин, жестко люди погибли, смотрите. Бедолаги. Блин, девочка с шариком, смотрите. Жестко. О, и шарик улетел. Да. Вот это вот часть вот прям прикольная. О, памятник собаке. Нихера себе. Хо.
TwitchCon Hype. Six kills. Yo, 6 kills, bruh. 6 kills. Блин, даже внутри автобуса смотри-ка мертвые. Блин, машины ломаются. И взрываются. О, прикольно. Ну, как будто бы мне туда, но можно пойти сюда. Что демоны вообще забыли в этом городе? В нем есть что-то особенное? Так, не, давайте пойдем туда. Что-то, причем камера нам показывала в эту сторону, значит, сюда можно пойти так. За секретиком или читал. Тут явно что-то есть. О, мегабластер. Найс. Прикольно. Леджор 4 TNZ. Золотая сфера. Магический золотой камень. Это уже секретный способ воскрешает военно. Полностью установить здоровье. Окей. Мы сюда ради золотой сферы, получается, шли. Нормально. Ну, попробовали выстрелить из мегабластера. Прикольно. Это что такое? Я пропустил. Что-то сломалось. Ну ладно. Мартышкин труд. Бананы какие-то. Not making it easy for me, huh? Машина. Адский камень. Рубака аватката. Леджор 4 Дэнс.
Водится. Враги на мастер. Почему да? Потому что Эльдят спать надо. Или Эльдин битут. Ну ты почему тую мескель. Идите. Посмотки. Ну ты присадил? Тик карты колорун, потом барыг. Мне отрубить их путь. Потом олар. Садись. Посмотри. Сейчас спать пойдем после этого. А? Хорошо. Это механическая, это кибернетическая рука. Рука робота. Робот-рука. Бич паста. Найс. Опа. Блин, жесткая рука. А? Завтра садик хочется. Да папа шутит, не пойдешь в садик. Ну ты тоже. В больницу уже пойдем. Понедельник. А? А то в понедельник пойдем в больницу, а завтра дома сидишь. Врач I'm как? gonna make it there before you do, V. А? А то пойдешь, конечно. Нет, нет. Что-то пока что же мы там ходили, господи, вы чё? Какие зубы? Что там, чел дерется? Ой, по поводу кашля, я же говорил. Trying to stop me. Подожди меня остановить. Ой, как страшно. О, Yeah. должно I can make this сработать. work. Чё это он засунул? Детеныш Нидхэга. Личинка, пожирающая демоническое дерево. Детеныш паразита Нидхэга питается ослабшими частями клепота, разрушая его внутреннюю структуру. Прикольный ключ. Да, это прикольно. Should have just hacked my way through. Так, He doesn't seem like a demon to me. что-то Винни похож на демона. Wait, which way did I come Стоп, from откуда again? же я пришел?
Нажимайте, удерживайте, чтобы повернуть камеру направление следующей цели. Да, мне новый геймпад нужен. Этот вообще херово нажимается, пипец как. Мне прям сильно пришлось надавить. Повышение уровня для Альфред Сигал случилось в Вил 12. Блин, как же они прикольно сделали уровни, слушай. Прям реально запотели. Чё ты? Блин, это лучшая Devil May Cry игра, по-моему, вообще в принципе. This again. А он что, многоразовый, что ли? А, понял. Надо найти еще одного такого паразита. Вот он нужен, этот маленький, чтобы пройти дальше. Ни хрена себе. Жестко. Леджор 4 Flex. That was the floor's fault, not mine. Магический не осколок. Жизненная сила с 4 осколков может собрать кристалл. Это да. Хазе, мне этот трек нравится. А никто и не спорит. Кто спорит? Отличный трек. Причем, чем выше стиль, тем музыка громче и круче становится. Там новые инструменты, вокал добавляется. Если что. Оп. Понял. Так, чисто проверить. Игру не играл, музыки накачал, и те анкеты бы присунул.
Так. Во время прохождения миссии вы иногда будете находить особые рисунки, начертанные на разных элементах окружения, таких как стены, потолок и пол. Встаньте на светящуюся точку неподалеку, подберите такой угол обзора, чтобы правильно соединить рисунок. Это позволит попасть на секретную миссию этой области. Секретная миссия — это испытание, за выполнение которых прилагается награда, открытые награды. Ага, понял. Ну что, секретная миссия пошла. Перебейте всех демонов. Найс. Прикольно сделано. Так, еще одна штука. И кайфы. Антон... Вот так вот дали в начале папе. Зачем тебе собирать осколки синей сферы, если у тебя полностью прокачано? Это уже ни на что не влияет. Да? Интересно. Give him a little taste of the good shit! Трипл С. Да, это жестко. I'm getting really sick of Как же мне достало это дурацкое дерево. Стримлер жует. Спасибо. Спасибо, спасибо.
1, 2, 3. Плохая жопа. Ага. Да ёпта. Не ту нашел. Оу. Висельники. Адский антенор, жестокий берсерк. Ledger 4 TNZ, Ledger 4 Dance. Man, getting sick of Мне это this. начинает надоедать. Закидываем малыша. Пошел кушать. Not gonna lie. Надо признать, это новая рука просто блеск. Некоторые телефоны до сих пор работают. Убедитесь там сами. Телефонные будки. Лол. Ответить. Ничего себе. It's the phone still. Что ж, телефон еще работает. Долго же ты думал, бестолочь, сколько можно названивать? Знаешь что, давай-ка ты будешь звонить мне, а я буду к тебе оттащиться. Реально? То есть телефонные будки, они будут отвечать за прокачку? И каждый раз будет подъезжать Нико? Ничего себе, вы можете вызвать Ника. Чтобы менять красные сферы на навыки и предметы, каждый на один телефон, это возможность позвонить Ника. Класс, класс. Ну ладно, ну, я не нуждаюсь в его. Только как это происходит? Ну-ка, посмотрим. О. Окей, окей. Ну, это мило. Так. Давайте попробуем Герберу. Дай ее номер, я нуждаюсь в ее услугах. Смотри-ка. Блин, у нее все татуировки мира нарисованы. У нее и бабочка на лопатке нарисована. Чего такого у нее нету вообще. Ходящая Сикстинская капелла, мать её. Ага. А? Почему? А это? Что? А это? Она, да. Почему она приехала, да? Или что? Руки, да. Но она делает эти руки для нас.
Вот ему руку оторвало, она теперь руки роботизированные, механические продает нам. Продает, самое главное. Интересно, ее папа был евреем? Сукин сын. Видали, он просто стоял, вошел внутрь. Somebody call a doctor? Доктора вызывали? Человек. Вот уж ну, не Лучше думал, что 4 кто-то хуху. выживет. Босс. Sorry to disappoint you. Извини, что разочаровал. Слушай, не видел тут парень такого роста с Uses a тросточкой? cane? I was supposed to meet him. Я договорился с ним на встрече. Ты его не слопал случаем? Кровь бесценная жертва. Пожирает вас без толку. Каждая капля приближает мое становление владыкой демонов. Демоны прям владыкой? Тебя? I don't know. Ну, не знаю. Ты, конечно, здоровенный лось. More like a На тебя больше knuckle подходит scraping роль fart обычного than громилы. anything else. No offense. Без обид. Жалкий человечишка. Тебе известно, кто я такой. Я покажу тебе ярость могучего Голиафа. В общем, дележ жесткий идет у демонов. Все хотят стать владыками. После гибели Мундуса, видимо. Блин. Вот это несварение. Забавный фокус, слушай. А на вечеринке выступаешь? Раскаленный колот Голиаф. Ты об этом сожалеешь. Да, может быть, но сейчас сожалеешь, что сейчас убью У тебя. него хавальник в пузе, как у Бишамуна. Нихера себе, господи. It's your grave. Jack it up all you want. Это твоя гробница, мудак. Черт, это весело.
А, эта херня хилит, нифига себе. Да в смысле? Блядь, оно засасывает. Я только сейчас понял. Но я живой. Да, блядь. Красная сфера для воскрешения. А, даже так можно. Давай золотую потратим. Угу. Слушай, у меня тоже есть прикол. Держи. Я не могу погибнуть в таком месте. Плод принадлежит мне, я стану владыкой, а не он. Кляну я жребий свой, как одержимый, рыдая любви недостижимой. Дарси. Точно. Блять, фраг стилил. Пришел и застилил фраг. Почему? Почему ты? Поспеши на звук и свет. Охраним тебя от бед. И что это он сделал? Я уже думал, придется тебя выковыривать из живота. Прости мне мое опоздание. Я немного зачитался. Да уж, пора оторваться. Поди оторваться невозможно. Поправка. И как думаю, Данте все еще там? Если вырезанный его одолел, то он уже стал пыльцой клепота. Чего? Клепота. Так зовется дерево, что растет в подземном мире. Питается людской кровью, тех, чью кровь оно выпьет. И ждет, скажем так, незавидная участь. Все равно. Нужно узнать наверняка. Если Данте жив, спасем его. Если нет, значит нет. Погоди. Сначала мы должны уничтожить корни клепота. Пантера. Это даже не ворон, какой-то орел. Ви. Так кто же ты такой? Знаю, опоздал. Заткнитесь. Жуткие пробки. А ты должно быть Ви, да? Это тебе вон та вот штука под ногами нужна? Вон. Я сделал из нее что-нибудь обалденное. Ты что, просто взяла и понюхала ее? Ты хоть догадываешься, где она была? У тебя в заднице. Сосредоточься на работе, ёпта. Да. Ну, это Грифон и Тень из Один части. Грифон и Тень из первой части. Ничего не спойлери.
Я ничего не понял о чем-то. Так. 0.25. 15 июня, 6.26. Полагаю, нам стоит разделиться на две группы. Поскольку так дело пойдет быстрее, мысль неплохая. Behold, my Узрите работу моего гения. cash first. Деньги вперед. Все то добро, что раздобыл для твоих маленьких проектов, уже не в счет? My brilliant badass work Тут is такого несравненного мастера, как я, стоит любых денег, сам знаешь. Ага, и контроль качества у тебя ни к черту, сама ведь знаешь. А может, для разнообразия попробуешь не получать по роже от демонов? Проехали. У меня и правда дар, это же просто произведение искусства. Значит, ты теперь деятель искусства, да? Да, именно. Вопросы есть, цыпленочек? My grandmother. Моя Ну, бабушку если в прозвали первую часть художницей играл, 45-го которая вышла калибра. до Она была 2001 легендой года, оружейного то дела. поймешь. To be like her someday. Хочу когда-нибудь стать такой же художницей, чьи творения несут смерть. Everything I Все, create что я is мастерю, это искусство. Будь то пушки или кастрюли, чтобы варить мелких пташек. art. Any more questions? Есть еще вопросы, а? Little cheap. Сыпа моя. Но об этом еще здесь ничего не говорится. Пожалуй, мне пора. А ты берешь и кидаешь те факты, которые я не знаю. С какого хуя я должен понять, что это, блять, косплеер на рок-певца, какой-то грифон и I'll тень. let you know. Надо немного взбодриться, как Hey, буду you got any готова. more questions? Если тебе еще Better остались ask me вопросы, now. спрашивай. I can't Я не read умею читать мысли. Ooh, well, yeah. Ну, пока что. Хера там руки какие. Стоит, ёпта. Так. Прикольно, что... Так. I got a new Новая arm for рука. ya. Убойная штука. Кулак разрушений. Кавардак. Masterpiece. One of my finest. Ага. Класс, класс, класс. Ну вот новые какие-то. Кавардак. Ну давай 2 штуки куплю. И убойную штуку. Прикольно. Блин, как же они охуенно все сделали. Блин, вот это вот мне прям нравится. Вот смотри. Вот. Вот. Крутится. Какая рука выбрана, та и попадает сюда. Вообще балдеж. Так. Ну давайте изменим партию. Так, на первом поставим это. На втором поставим это. Сюда поставим этого чего-то. Все по одному докину. Да? Ну, блин, что-то не понравился. Но, может быть, в критических ситуациях она мне понадобится. А вдруг захилит. Правильно? Правильно. Так. Еще мы увидели руку, которая называется обезьянье дело. Довольно крутая штука была. Ультует нормально. Окей. Так, ну все. Все, чики-пики, как говорится. Ну, время позднее, поэтому будем заканчивать. Миссия 3 была. Но зато убили мистера Уриноса в начале, в прологе, и получили секретную концовку. Благодаря чему мы открыли новую сложность с Инспарда, на котором мы сейчас проходим игру. Так что это просто охуенно. Так, что там у нас в галерее открыто? А что ты, Ника? Прикол. Моррисон.
Мы с этим парнем никогда не встречались, мне попадались только слухи. Джей Ди Моррисон, агент, который подкинул Данте пару демонических работенок. Леди вроде тоже пару раз с ним пересекалась. Отличный хоть один знающий человек есть, почему бы не поделиться с Неро одним или двумя заказами? Прикольно, прикольно. Ну-ка, лор изучим немного. Ника. Оружейница от бога, королева машин, это ваша покорная слуга. Я внучка единственной неповторимой Нелл Гольдштейн, художница 45-го калибра, оружейное дело у меня в крови. Интересно, наверное, вообще понимает, как ему повезло сработать с такой как лихой подругой, как я. Окей. Окей. Прикольно. Так. Прикольно. Так, владелец Devil May Cry, предприятие на колесах, настоящий жемчужина, колесящий по улицам Фортуны. В Ордене Меча Неро готовился взять обет Святого Рыцаря, но тут демоны принялись донимать Кирею его любовь-морковь, и наш паника решил, что самое время раскрыть демонические силы его правой руки. В ходе событий в Фортуне Неро узнал о своей связи с Ямато, мечом, которым некогда владел брат Данте. Эта самая связь — верхний признак того, что в его в венах течет кровь Спарды. Вскоре после шумихи в Фортуне Неро потерял свою чудо-руку, но, к счастью, ваш покорный слуга сумел его подлатать, призвав на помощь офигительной технологии. И вот наш Неро снова в строю и силен как никогда. Он наверняка страшно благодарен мне, ну просто стесняется говорить об этом. Я все понимаю. Окей, прикольно. Так, враги. Импуза. Похоже, тебе частенько придется встречаться с этими паршивыми сосунками, ведь они правда сосунки. Эти рабочие муравьи только и делают, что сосут кровь жителей Редгрейва. Набив задницы красной субстанции, они тащат ее к клепоту. Радует только то, что они довольно тупые и не заметят тебя, пока ты сам чего не отмочишь. Но будь осторожнее, в больших количествах рабочие муравьи всего все не такие же слабые. Прикольно. Зеленые импульсы. Если тебе казалось, что хуже тех жуков быть не может, то тебе придется слегка огорчить. Зеленая хрень, у них в заднице это никакая не кровь, это целительный нектар, который практически мгновенно оживляет раны других демонов. Советую убивать этих ребят первыми, чтобы сразу избавиться от хлопот. Да еще они плюют с каким-то ядовитым соком, так что, может, захватишь зонтик? Красным пузом. А вот это вот редкая тварь. Вот тебе и наглядный пример силы крови. Эта гадина столько ее выпила, что тело кристаллизировалось. Думаю, парочку ударов будет достаточно, чтобы отколоть немного кристаллов. Ты также можешь завалить твари и собрать их все. Проблема лишь в том, что, судя по сведениям, это чудовище очень пугливо. Лишь завидев опасность, они сразу пускаются на утек. Если хочешь заработать, то лучше не мешкай. Импуза королева. Да, мы эту тварь убивали уже. Я так и знал, где рабочие муравьи, там, конечно же, и королева. Это прям королева была, нихера себе. Эта барышня покрыта броней, ненадежно уберегающей от атаки, неплохо вооружена. И стоит разлить ее, только держись подальше. Порвет на части и других демонов, лишь бы добраться до тебя. Будто этого мало, она еще впадает в неистовство, если напьется кровью. Следи за цветом ее тела. Как покраснеет, сразу же делай ноги. Понятно. Адский Каин. Эти неуклюжие дистрофики — жители подземного мира, пушечное мясо легионов ада. Было время, когда эти твари могли появляться в мире бессмертных, только вселившись в деревянную куклу, кусок глины или еще чего. Теперь же эти гады чувствуют себя в Редгрейве как дома. Что это значит? Что барьеры между мирами демонов и людей начинают рушиться. Итак, тактический анализ. Их косы кажутся незамысловатыми, но они очень длинные и покрыты зазубринами, которые вызывают сильные кровотечения, так что уклоняйся. Адский Антенор. Берешь адского Каина, пытаешь его, пока он не обезумеет. Суешь ему в руки оружие и получаешь вот такую штуку. Их топоры крайне неприятные, да и машут они им очень шустро. Если уродцы впадут в бешенство, жди быстрых атак. Судя по собранным образцам, эти твари крайне невосприимчивы к боли. Поэтому не думай, что они позволят тебе избавить себя избивать себя как котят. Свали их, не теряй бдительность, только повернешься к ним спиной, как они вскочат и начнут махать оружием, как безумцы в припадке. Вот так вот, ребята. Ножницы смерти. Конечно, я, будучи великим инженером, глубоко ценю и уважаю законы физики, поэтому никогда
А поэтому, когда эти жуткие призраки просачиваются через стены с ножницами наголо, я начинаю немного нервничать. Но они же не могут всегда быть бесплотными, иначе как они блокируют твои атаки ножницами? Поскольку я понимаю, у них всем заправляет башка, следи за головой и целься в нее. И быть может, окажется, что у нее не такие уж и страшные. Не такие уж страшные они окажутся. Окей. Бафомет. Среднестатистический демон, слишком туп, чтобы обратить свою силу в Повышение магию. уровня для Но это- Music Craft случай LV 11. С повышением уровня. Но этот парень исключение. Да, он владеет только льдом, но этого вполне достаточно, чтобы убить тебя, так что не тупи. Только глянь на эти уродливые тонюсенькие конечности. Физическая сила на не его конек, и он это знает. Он будет пытаться сохранять дистанцию, отражать выстрел магическим щитом. Тебе придется либо подойти к нему вплотную, либо ждать, пока его щит не ослабнет. Да, никто не говорил, что будет просто. Прикольно. Корень клепота. Эти переплетения корней клепота можно найти по всему Редгрейву. Их внешняя оболочка чудовищно прочна, но чтобы расколоть ее твоим мечом или разбить пулями, им идет полдня. В принципе, логично. Без такой мощной коры в аду делать нечего. К счастью, у этих душек душа нараспашку. Ищи пульсирующую красную биомассу среди их корней. Думаю, это эти штуки своеобразные сердца, которые закачивают собранную кровь в клепот. Ну, каждая девушка знает, что стоит Ладно, раскрыть дядька, свои пойду я сердца. спать. А то что Давай. трубит. Давай. Ну, мы сейчас тоже будем заканчивать. Я просто дочитаю про всех. Интересно. Удачи. Давай. Спокойной ночи. Уничтожь пульсирующие красные сгустки и корни увян. Страшно представить, сколько крови им потребовалось, чтобы так раздуться. Бэсики. Голиаф. Этот демон зовет себя Голиафом. Мне нравится, когда они сами представляются. Это заметно облегчает нам мою работу. Думаю, завидев того перекачанного гиганта, ты сразу же решишь, что он тупой как бревно, и будешь прав. Однако, пасть в его брюхе тот еще подарочек. Он затаскивает туда всякое и поджаривает, превращая в адское барбекю. Возьми эту идею на заметку, когда будешь расширять арсенал. Это что выходит? Этот урод заслуживает нашу благодарность? Уризен. Я его убил. Твоя цель — владыка подземного мира. Штука в том, что в текстах по демонологии об Уризене ни слова. Хотя, казалось бы, он владыка всего ада и должен быть хотя бы немножко знаменит. Ну, суперзвезда или нет, но ему явно хватает сил держать трон. Но это тебе и так известно, да? Слушай, если ты и правда хочешь его победить, будь осторожнее, ладно? Окей, вот так вот. Оружие. А? Он тут вот владыка ада, всех демонов, король. Такой вот, мы его победить должны. Установить двигатель внутреннего сгорания на меч, чтобы усилить его удары. Хорошая идея. Похоже, оригинальная конструкция была разработана папочкой. Ты лишь слегка доработала ее, изготовив свою аулу королеву, но должна признать, впервые увидев ее, я еле сдержал смех. Сделать такую штуку мог только конкретно поехавший. Если бы не твоя демоническая кровь, эта штука бы оторвала тебе руку, даже представить страшно. Синяя роза. Алая королева и синяя роза. Глядя на эти чудовища, я начинаю задумываться, гений ты или безумец. Шестизарядный револьвер, выпускающий по 2 пули за раз. Чтобы такое придумать, надо быть настоящим психом. Подумать только, снаряд из нижнего ствола прошибает броню, а верхний затем впивается в тело жертвы. Как тебе в такую голову пришла безумная идея? Черт, кого я обманываю? Отличная штука. Прикольный револьвер. Прелюдия. Первая рука, которую я сделал для тебя после того, как ты лишился прошлой. Отличается незамысловатым дизайном, чтобы ты мог носить ее, не привлекая особого внимания. Но знай, окружающие генераторы, что в нее засунуло, они бы были шокированы, возможно, в буквальном смысле. Думаю, мощи этой штуки будет достаточно, чтобы для любого демонического отребия. Имя намекает, что это лишь прелюдия. У меня в голове прямо пухнет от разных идей, то ли еще будет, уж поверь. Кавардак.
Когда я была маленькая, у нас на площадке была странная горка, она то и натолкнула меня на этот дизайн. Благодаря этой простой конструкции вся энергия концентрируется на кончике, чтобы врезать врагам как следует. Старалась добиться точной подачи. Думаешь, получилось? Конечно, рука может держать предметы, но с трудом. Честно говоря, я бы с радостью убрала эту функцию, упростила бы дизайн, понимаешь? Убойная штука. Я проанализировал образец Голиафа и использовал его материал для создания этой штуковины. Реактивный нагнетатель основан на механизме горения. Горение. Действующее в брюхе этого дуболома. По сути, это кулак с ракетным двигателем. Полагаю, позер типа тебя сможет найти ему применение. Позер, да. Гербера. Я придумал эту конструкцию, когда смотрела на цветы, на герберы, или точнее. Что, девушке уже что, нельзя слегка украсить мастерскую? Лепестки служат сложной отражательной печью. Эта печь создает сильный жар, который можно высвободить в виде ударной волны. Скажу тебе, это очень крутая ударная волна. Эта детка умеет атаковать и защищать, и даже двигаться. Ну, прикольная хрень, да. Чисто защита. Вергилий, тут даже что-то есть. Оружие Вергилия. Предметы. Красная сфера. Ну, тут про них особо никаких информаций не будет, да? Видимо, да. Приемы. Обучение. Ну, все, в принципе, прочитали. Вот так вот. Прикольно, прикольно. Библиотека. Так. Кирия. Иногда мы встречаем дам, столь добрых, что их зовут живыми святыми. Что ж, признаюсь, если уж кого и нарекает этим титулом, то только Кирия. Сейчас она присматривает за малышами в детском доме Фортун. После тех ужасов, что произошли на острове, можно смело сказать, без нее бедняжки бы уже давно сгинули. О ее неземной красоте не стоит и говорить. Если бы не Нера, парни бы бегали за ней табунами. Не знаю, что такая лапочка нашла в этом сопляке, но это не мое дело. Наверное, противоположности притягивается. Темный рыцарь Спарда. Кто бы не заносил тебя, куда бы ни заносил тебя странствие, легенда о темном рыцаре Спарде знают везде. О демоне-мечнике, победившей владыку подземного мира, запечатавшей его, чтобы спасти свою возлюбленную, чтобы меня, да и в наше время ее найти, чтобы меня, да в наше время не найти ребенка, который не знает эту историю. Народ Фортун, однако, переплюнул всех. Они там взяли и основали вокруг этой легенды настоящую религию. Не спорю, свидетельства о жизни Спарда, конечно, существуют, но о них известны лишь горстки людей. Мама рассказывала мне о Спарде, когда я была маленькой. Но она считала, что это просто хорошая сказка на ночь. Папа был из Фортуны, поэтому он верил всем легендам безоговорочно. Правда, он никогда не навязывал маме своей религии. Может, он думал, что она ему не поверит, или может, он так сильно ее любил, что ему было плевать, во что она верит. Их уже давно нет живых, поэтому трудно сказать наверняка. Представляю, что сказала бы мама, зная она, что я работаю настоящим отпрыском Спарды. Могу поспорить, она бы упекла меня в дурдом. Прости меня, мама, но Спарда это не сказки. Нера и Данте, те ребята, тому живое подтверждение. Клепот. Говорят, что клепот — это дерево жизни, находящееся в мире демонов. Это источник жизни, который собирает людскую кровь, источник демонической силы. Раз в несколько тысяч лет дерево приносит плод из собранной крови. Тот, кто съест этот плод, получит абсолютную власть над всем сущим. Триш рассказал о демоне по имени Мундус, который съел такой плод и стал владыкой подземного мира. После этого дерево более не плодоносило, поскольку Спарда разделил миры демонов и людей. Но сейчас граница между мирами стерта, и Клипот вновь принесет свои плоды. Осмелюсь предположить, именно ради этого дерево вновь раскинуло свои корни. Потусторонний мир существует по иным законам. В отличие от особых деревьев, Клипот произрастает вглубь земли. Чтобы найти плод, нужно двигаться вниз. Полагаю, не стоит рассказывать, какие создания там обитают. Вот так вот, ёпта. Интересно. Сюжет. Прикольно. Так, сюжет.
Окей, окей, окей. Прикольно. Почитали, узнали. Ну, в общем, игра огонь. Это реально самый лучший Devil May Cry. Прям чёчки запотели. Как же к лицу Devil May Cry движок Re-Engine. Вообще охуенно выглядит все. Офигеть. Я даже что-то вот как-то предположить не мог, что они сделают Devil May Cry или вообще какую-либо игру на каком-то ином движке. Это прикольно. Ну ладно, ребят, все. Давайте будем прощаться. Уже время позднее, час ночи. Завтра, как всегда, клипы закину. Ночью этого делать не буду. Я обычно ночью все время клипы делал. И потом ложился спать. И поэтому ложился спать поздно. Но на сей раз я буду делать это лучше в течение дня как-то. Украйкой. Да. Ладно, все. Всем спасибо за общение. Увидимся завтра. Продолжим прохождение. Давай. Уже вечерочком. Завтра проснусь как можно раньше, чтобы работу закончить как можно быстрее. И так далее. В общем, смотрите в Telegram. Там будут анонсы. Все. Всем пока.